Всем привет! Сегодня 4 ноября, и я получила посылочку с гортензиями. Я заказывала 3 штуки метельчатой гортензии. Сейчас буду распаковывать вместе с вами. Не знаю, что там еще внутри. Очень долго хотела такие гортензии. Заказала, и вот их получила. Уже как бы поздновато их высаживать в грунт. Но сейчас посмотрим вместе с вами, какие росточки. И будем вместе думать, высаживать их в грунт или сохранять как-то по-другому. Потому что уже температура воздуха такая прохладная. Ну, сейчас заморозков нет, и вроде бы не будет еще месяц. В общем, сейчас будем смотреть вместе с гортензиями прайс-лист и вкладыш, правила посадки растений, ну и все, что нужно при посадке. Итак, смотрим дальше. Ой, красотулечки. Вот так поверну. Я обожаю метельчатые гортензии. Это потрясающее зрелище в вашем саду. Вот эти огромные гроздья цветов, они просто завораживают. Разных расцветок. Да, прикрепили очень хорошо, чтобы растения не ездили по ящичку туда-сюда, не летали. Прикрепили очень хорошо. Вот. Сейчас вытягиваю 2 и разделяю. Так, это гортензия конфетти. Сейчас открою. Листочки уже осыпаются. Видно, что она была на улице, у них росла. Потому что стебли уже древесневеют. Нет таких молодых зеленых стеблей. Ну, упакована на совесть. Вот хорошо упакована, ни земля не рассыпалась. Сейчас одну распакую, покажу вам. Корневую покажу. А остальные уже буду распаковывать без камеры. А может и с камерой. Приклеилась к веточке, чтобы не обломать драгоценность такую. Влажный грунт, такой хороший, хорошо промочен, хорошо влажный. Вот название: метельчатая гортензия конфетти. Это я заказывала на сайте Посадка. Смотрите, 4-5 веточек. Ну, вот эта веточка идет внутрь, поэтому, скорее всего, я весной ее обрежу. Сейчас я ее трогать не буду, а весной ее обрежу, чтобы она не росла внутрь куста. Ну и давайте посмотрим корневую. Смотрите, замечательная корневая, корешочки
все свеженькие, чистые. Ой, мне нравится, очень хорошая гортензия. И видно в грунт добавляли гидрогель, чтобы не было пересыхания грунта. Замечательно, мне понравилось. Это конфетти. Это у меня идет Vanilla Fraise. Вот, подписано. Здесь 2 стебелечка. Ну, они такие уже плотненькие. В общем, надо будет подумать, что с ними делать дальше. То ли высадить их в грунт. Ну, как бы еще и маленькие, маловатые они. То ли занести на хранение в прохладное место. В общем, сейчас вечер, завтра, сегодня буду думать, что с ними делать. И завтра, если, в общем, что-то надумаю, как я их буду сохранять в зиму, сниму по этому вопросу отдельное видео. И рядышком гортензия, тоже метельчатая, Вимс Ред. Здесь тоже 2 веточки, и они слишком молоденькие, молоденькие. Вот здесь ветка, видно, прошлого года. Она была обрезана. Вот 2 молодых отросточка. Наверное, я ее распакую и посмотрю. Корневую посмотрю, потому что она что-то шатается. Ну, как бы так, не сильно она плотно к грунту. Поэтому, наверное, все-таки распакую и посмотрю корневую. Что-то тут непонятное название. Но тут в горшке, вот смотрите, это с нее листья попадали. А вот здесь что-то такое зеленое. Что это такое? Какое-то еще растение цветет. Или это мох уже. Ой, и вот тут много, смотрите, и вот. Что это такое? В общем, надо будет мне, наверное, ее, вот эту Вимс Ред, пересадить в свой грунт. Ну, не в свой, а в покупной грунт, но свежий. Сейчас попробую вытянуть, посмотреть. Мне кажется, ну, корешочки здесь тоже хорошие, смотрите. Такие беленькие, ничем не больные. Уже плела земляной ком полностью. Гортензия. Но вот эти вот растения, они меня смущают. Что это такое? Сейчас выдеру, посмотрим, что это такое. Какой-то мох. И он, корни у него вот хорошие уже корни. Смотрите, какие корешочки. Что это такое за растение вместе с гортензией? Непонятно. Ну ладно. В общем, гортензиями я очень довольна. Это саженцы 1-го года. Им год. На сайте было заявлено, что годовые саженцы. Ну, что с ними я буду делать дальше? Скорее всего, я их обрезать не буду. Сохраню их до весны в ящичке. Возьму ящик, засыплю его землей. И между этой землей поставлю вот эти контейнеры с этими растениями. Ну, как бы это будет дополнительно грунт вокруг вот этих контейнеров. Это будет дополнительное укрытие от холода.
Если будут сильные морозы, и эти морозы доберутся до моего помещения, а храниться они у меня будут в летней кухне, в которой зимой температура 1, 2, 3 градуса, ну, ниже не опускается. Но если вдруг сильные морозы и температура опустится ниже, я, конечно же, их прикрою чем-нибудь там, или одеялом, или чем, сверху прикрою, чтобы не померзли. Вообще-то вот эти метельчатые гортензии, они холода не боятся, их можно не укрывать на зиму. Но так как эти растения слишком маленькие у меня, я, конечно же, боюсь их потерять. Поэтому в эту зиму они у меня постоят в кухне до весны. Весной, как только появятся почки, сразу же обрежу. Оставлю на 4 почки. Раз, два, три, 4. Вот так обрежу. И уже обрезанные пересажу в грунт, не разрушая земляной ком. Сверху замульчирую, чтобы хорошо сохранялась влага. И вот так они у меня будут расти. Ну а сейчас хранение в кухне. Все-таки я так решила, чтобы их не потерять. Всем, кто оставался со мной, всем спасибо за просмотр. Всем пока.